Страха у нас нет, ни у меня нет, ни у кого не должно быть. Но мы должны исходить из реалий. Мы трезво должны оценивать ситуацию. В чем она заключается? Ну, вы, в общем-то, сейчас об этом образно сказали. Нам когда-то обещали, я в Мюнхене в свое время говорил об этом на конференции по безопасности, что после объединения Германии не будет расширения НАТО на восток. За восточные границы НАТО, как нам тогда сказал генеральный секретарь НАТО, тогдашний, альянс двигаться не будет. А потом началось его расширение. И за счет бывших стран Варшавского договора, а потом уже и за счет Прибалтики, за счет бывших республик Советского Союза. И я в свое время говорил, ну зачем вы это делаете? В чем смысл? В обеспечении безопасности этих стран. Вы думаете, на них кто-то нападет? Ну хорошо, достаточно заключить договор, двухсторонний договор о дружбе и взаимопомощи, в том числе военной. И безопасность этих стран будет обеспечена. Ответ. Вас это не касается. Народы и страны сами имеют право выбирать способ обеспечения своей безопасности. Ну хорошо, это правда. Но правда также и то, что когда инфраструктура военного блока подвигается к нашим границам, то это вызывает у нас определенные опасения и вопросы. Мы должны предпринимать какие-то ответные шаги. И это ведь тоже правда. В этом нам тоже никто не может отказать. И это вынуждает нас к каким-то ответным действием. Сейчас вот я воспользуюсь этим и два слова еще скажу про наши переговоры по системе противоракетной обороны. Что не менее важно, а может быть более важно, чем расширение НАТО на восток. Кстати говоря, и наше решение по Крыму в том числе было связано отчасти и с этим. Конечно, прежде всего и главным образом это поддержка крымчан, но и соображение порядка такого, что и если мы ничего не сделаем, то в какое-то время, руководствуясь теми же самыми принципами, втащат в НАТО Украину и скажут, вас это не касается. И натовские корабли окажутся в городе русской военно-морской славы, в Севастополе. Но дело даже не в эмоциональной стороне этого вопроса, а дело в том, что Крым, конечно, выдается в Черное море, в центре находится как бы, но исходя вроде из военно-политических, из военных соображений, он такого значения, как в 18-19 веке не имеет, имея в виду наличие современных ударных средств поражения, в том числе и береговых. Но вот если туда зайдут войска НАТО, они же там поставят эти ударные средства. И тогда для нас это имеет уже геополитическое значение. Тогда Россия окажется практически выдавленной из Причерноморья. У нас остается маленький кусок берега, там 450 или 600 километров. Все. И это вот реально выдавливание России из этого очень важного для нас региона мира, за которое сколько косточек русских положено там в течение всех этих предыдущих веков. Это серьезная вещь. Поэтому бояться ничего не нужно, но мы должны и будем учитывать эти обстоятельства и соответствующим образом реагировать. То же самое происходит, как я сейчас только сказал, и с нашими переговорами по размещению элементов противоракетной обороны США. Это не оборонительные системы, это часть наступательного потенциала, вынесенного на периферию. И нам говорят, это не против вас. Но знаете, на экспертном уровне все прекрасно понимают, что размещение этих систем ближе к нашим границам перекрывает позиции наших ракет, стратегических ракет наземного базирования. Все прекрасно это понимают, отдают полностью себе в этом отчет. Говорят, ну, поверьте нам, что это не против вас. Вы знаете, даже наше предложение подписать какую-то ничтожную бумажку юридическую, где было написано, что это не против нас. Наши американские партнеры отказываются даже от этой малости. Это удивительно, но это факт. И, естественно, у нас возникают вопросы. А почему же вы не подписываете, если считаете, что это не против нас? Ерунда, казалось. Бумажка, она, знаете, сегодня подписана, завтра ее выкинуть может. И этого не хотят даже сделать. И, когда размещают эти элементы в Европе, тогда мы уже много-много раз об этом говорили. Нам придется что-то делать в ответ.
Это раздувание гонки вооружений. Зачем это делать? Гораздо лучше посмотреть на эту проблему, если есть какие-то ракетные угрозы с каких-то направлений. Вместе решать эти вопросы, определить эти ракетные направления, определить систему управления этой системой, доступ к управлению. Вместе это делать. Нет, не хотят. Ну, значит, мы, конечно, будем и дальше наберемся терпения, будем вести настойчиво эти переговоры, но в любом случае мы сделаем все, и я уверен, что мы добьемся успеха, чтобы гарантированно обеспечить безопасность российского народа.